Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать пример того, как не нужно поступать именно с орхидеями, а точнее, посмотрите, вот такая ситуация у меня случилась вот с этими двумя орхидеями. Изначально хочу вам сказать о том, что если вдруг вы когда-то увидите вот такой сорт, но она у меня раньше пришла под названием Happy Minha, голландская орхидея, цветет, ребят, постоянно, прям вообще безумолку, такая красотка. Опять же, досталось мне наследство того, что она была подмороженная, оставалась двумя или с тремя листами, выходила, все нормально, все хорошо. И это была единственная орхидея на сегодняшний день, которая цвела красиво и пышно. Но я вам ее уже много раз показывала, вы ее видите. И вот такая картина на сегодняшний день. Что хочу сказать вот насчет этой орхидеи. Это орхидея черная жемчужина. Просто она здесь у меня уже начинает отцветать. И также, если вдруг вы когда-то заметите такой сорт, увидите в продаже, советую приобретать. Постоянно цветут, прям вообще. Я даже вам сейчас это все буду показывать. И что хочу вам сказать, и какую ошибку совершила я, чтобы вы не совершали таких ошибок. Посмотрите, орхидея на самом деле отцветает ненормально. Так орхидея отцветать не должна. Изначально нормальная, когда здоровая орхидея, вообще когда хорошие условия, все у нее идеально. Изначально вот этот цветочек отцветает, потом соседний, потом вот этот. И начинает вот так по очереди до самого крайнего. А здесь, посмотрите, все и сразу. И эта орхидейка также, она вот только цветочек свой распустит, бутончик, а предыдущий у нее уже цветает. И она практически не успела поцвести. Сколько вот все уже опадает до конца. Сколько у нее было цветочков, они все моментально отцвели. И почему же вот такое вот происходит вообще с орхидеями? Вообще, конечно, такое может быть причин на это масса. Но я, конечно, знаю причину свою. Себя ругаю постоянно, об этом скажу вам попозже. Одной из причин может стать неправильный полив. То есть у меня эти две орхидеи стоят в зале на холодном подоконнике. Этим, ребят, все сказано. Если я буду орхидеи неправильно поливать, то есть буду их оставлять, допустим, либо воду постоянно в поддоне, оставлять даже на ночь, вообще постоянно-постоянно. Это, конечно, может привести именно к гниению корневой системы. Я так, конечно, не делаю. Я орхидею, у нее здесь грунт серамис и орхиата. Я ее погружаю. У меня обычно поливы происходят вечером, потому что днем мне некогда, и только лишь к вечеру. Поливаю и оставляю там, ну даже вот здесь я их могу оставить. И уже потом утром переношу на окно. Иначе все замерзнет. Но давайте глянем на ее корневую систему. Все, ребят, хорошо. Все, дай бог, стабильно, спокойно. Никаких обморожений самой корневой системы нет. Также может быть именно причиной того, что, посмотрите, сам по себе цветонос, он, так скажем, краснеет, начинает вот полностью все увядать, засыхать. И это также может быть причиной того, что у орхидеи начинается гниль у ствола. Но в основе, конечно, такие признаки, это если цветонос у вас отсыхает именно от основания. И также является гнилостным каким-то процессом у шеи, о чем говорит сам цветонос и желтеет от основания. У меня здесь, смотрю, вроде бы все спокойно, все тихо. Даже вот если маленько отодвинув эту чешуйку, но даже листик, если бы какой-то был здесь плохой, ой, орхидея прям вообще, я не могу на нее нарадоваться. Но все спокойно, нормально. Я вижу, что нет никаких пожелтений, никакой черноты и все такое.
Так, давайте же посмотрим, где вот оно, то самое место. Видите, там еще внизу еще давным-давно заложен фундазол. Я ее пролечивала. Вообще мощная. Такой мощный сорт, такая отзывчивая орхидея. Это вообще что-то с чем-то. Она такая здоровенная, офигенная и цветет прям всегда пышно и обильно. В общем, неправильный полив. Полив у меня правильный, все нормально. А также это может быть связано с недостаточным освещением. Но у меня хорошая дополнительная подсветка. Орхидейки радуются. Так, я включаю их где-то примерно на 14 часов. В идеале это должно быть 12-16 часов, не менее. Дополнительный свет, либо если у вас нет хорошего солнечного освещения, естественного от окна, подсвечивать прям необходимо. Для того, чтобы у орхидеи проходил лучше фотосинтез, чтобы орхидея с помощью света прогоняла по листам всю влагу, всю воду, всю питательные вещества, которые вы им даете. Если у вас нет освещения, значит весь этот, ну так скажем, жизненный цикл у орхидеи просто-напросто останавливается, и она перестает расти. Он необходим, подсветка она необходима должна быть. Если не хотите этого делать, ну это ваши проблемы. Солнечные ожоги может привести именно к такому. Но у меня недостаток солнца. Поэтому у меня подсветка, даже если посмотреть на листья, вот, они хорошие, здоровые, нормальные. Никаких здесь ожогов быть и не может. Также это может быть перегрев корневой системы. Перегрева корневой системы у меня случиться не может, потому что у меня на подоконнике холодно. Высокая температура воздуха. Опять же, у меня не может быть, потому что у меня на окнах прохладно. Какие это вредители? Ребят, вредителей у меня нет. С помощью аберона, инсектоакарицида, такого прекрасного, замечательного препарата, я в свое время убила всех вредителей, красного клеща особенно, который в свое время поразил мою коллекцию, 2 года боролась, ничем не могла спасти. И благодаря лишь аберону я смогла убить этих вредителей. На данный момент их нету. Ну давайте тоже сразу вот эту орхидейку будем просматривать, что что-то все время. У них одинаковые условия содержания, у них одинаковый полив, все у них везде одинаково. Тут только стоят они, даже они стоят вот так вот прям вместе у окна. Все, вот они, 2 соседки, 2 красавицы. Но, естественно, что может привести к такому некрасивому результату? Это, ребят, сквозняки. Сквозняк у меня от окна есть. Небольшой, все равно чувствуется, что холодом отдувает. Переохлаждение. Да, ребят, у меня иногда даже сейчас падает температура до 10 градусов на этом окне. Этого нельзя делать ни в коем случае. Оптимальная температура, вообще идеальная температура для содержания орхидей это 15-25 градусов плюсом. А у меня опускается до 10. Пусть даже как-то и не критически, казалось бы, с одной стороны, но именно орхидея вот так вот себя при низких температурах начинает себя вести. Это то же самое, что у нас у людей, когда мы простываем, да, это говорит о том, что мы, допустим, попадаем с теплого помещения куда-то в холодное и ловим эту низкую температуру, и, соответственно, мы простываем, мы начинаем болеть. То же самое, ребята, и случается с орхидеями. Сейчас мы подоконники утеплили. Так, давайте что, ребят, теперь будем действовать. Вот этот цветонос, он нам, соответственно, уже не нужен вообще. От слова вообще, наверное, я его здесь удалю. Тот цветонос еще, посмотрите, держится. Все прям молодчинка. Она стойкая. Она такая, ребят, стойкая. Так, вы не представляете. Давайте вот, наверное, если снизу смотреть, вот эту почку я оставлю. Она как будто тут такая принабухла. Может быть, она еще и мне что-то даст, если орхидея не засушит до конца цветонос. Но засушит, значит, судьба такая. Я что теперь сделаю? Все, отстригаю. И обязательно место среза я прикрываю перекисью водорода. Можно брать корицу, либо толченый уголь. Но вот смотрю, все равно как будто бы вот такой вот оттеночек, ну вот как у срезанного цветоноса, такой красноватый.
Вот это вот место, оно здесь имеет. Ну ладно, посмотрю. Если начнет сушить до конца, вот краснеть и отсушивать, я уже полностью от него избавлюсь. И остается орхидея вот так вот, с таким цветением. Ну ладно, будем ждать ее следующего красивого пышного цветения, ребят. Прям вообще рекомендую вам такую орхидейку приобретать, если есть. Пусть обычный сорт, вот да, обычный. Казалось бы, ничего в ней такого, ну прям пипец какого сортового и привлекательного в ней нету. Кто-то вообще не любит даже вот такие орхидеи, их называют венозными. Мне муж постоянно говорит, не надо так называть орхидеи, не говори людям это слово. Ну а как? Ну это похоже на вену. А мне почему-то нравится. Вот она, но она все равно, она красивая сама по себе. И что самое это интересно, мы же любим, чтобы орхидеи цвели, цвели долго, цвели постоянно. И это именно такой сорт. Чтобы не быть голословной, посмотрите, вот, у нее начинает набухать почка. Она еще не успела отцвести и уже начинает гнать. Но, наверное, буду надеяться, что этот цветонос будет расти. Так что вот такие чудеса совершает эта орхидея. И заодно, пока у меня тут ножницы рядом лежат, под самый корень я удалю ее. Вот этот засохший цветонос, он уже абсолютно ей здесь не нужен. Место ничем не прикрываю, потому что здесь сухо, все нормально. И давайте перейдем к черной жемчужине. То же самое, ищу у нее последнюю почку сверху, снизу ищу. И вот она здесь есть. Можно отрезать полностью, а можно оставить. Ладно, оставлю. Пусть, может быть, что-то еще отсюда нарастет. Я не могу, а нет, могу вытянуть отсюда опору. Ладно, беру, она здесь тоже, мне уже опора не нужна. Чем меньше этих палок, тем красивее это выглядит. Забыла вам показать, что вообще-то, в принципе, и с этой орхидеей все хорошо, дай бог. Корневой гнили никакой нет. Проблемы на шее также никакой нет. Все спокойно, все нормально. Внутри грунта также у нее все хорошо. Это единственное лишь мои, ну вот такие, скажем, не совсем хорошие условия для орхидей. И мне, ребят, еще крупно повезло, что каждая из этих орхидей ничем не заболела. Спокойно могла развиться корневая гниль. Спокойно могла развиться гниль на шее, даже мокрая гниль, бактериалка, вообще без проблем. Но только лишь потому это не происходит, я их поливаю правильно. Это, конечно, в первую очередь зависит от полива. Будете содержать орхидеи там на мокрых пяточках, в поддоне воду оставлять, при том, что у вас холодные подоконники, 100% вы добьетесь именно вот такого результата. И вообще эти орхидеи, которые у меня стоят на холодных подоконниках, они, ну то скажем, все здоровые. Но даже здоровая орхидея в любой момент может заболеть. При низких температурах случается заболевание. У меня, дай бог, случилось лишь только то, что орхидея отцвела. Но это не так страшно, не так критично, нежели вообще терять стволы и терять корни. Но не все так безоблачно с моими орхидеями, как я вам тут представляю. Посмотрите, буквально сегодня у меня распустилась вот такая красивая орхидейка Big Lip. Но знаете, маленько форму даже цветочка, вот именно даже форму губы она поменяла. И цвет он не такой. Вот на этих фотографиях вы можете посмотреть, как она у меня цвела ранее. И то, что изменилось вообще, вот форма цветочка, даже размер цветочка, я это связываю с тем, что корневая система у орхидеи полностью обновленная. Также, ну, за тот период времени, когда я за ними не ухаживала по причине своей трагедии, у нее случилась полная, абсолютно полная корневая гниль. И вот это все, что здесь наросло, это благодаря воздушным корням, вот таким вот корням. Они пошли полностью все в посадку. Все, я корневую сейчас смогла сохранить. Она прекрасно, идеально здесь разрослась. Вот так выглядит на данный момент. Когда орхидея ваша после болезни, либо такая же ситуация, как у меня, полностью обновленная,
либо после нашествия вредителей, но после какого-то заболевания, после какой-то болезни. Вот так себя орхидейка может повести. Мельчает цветочек, меняется цвет, окрас. Ну ладно, я нисколько на нее не грешу, у нее даже целых будет 5 цветочков. Даже после болезни. Обычно орхидейки выпускают после болезни, ну, 3 цветочка, это максимум 4, а у нее целых 5. Все равно она большая умница, молодец, стоит также вместе с этими красотками на этом же окне, на прохладном. И вне зависимости от того, что температура падает даже до 10 плюс градусов, она смогла нарастить этот цветонос, раскрыть свой первый цветочек и порадовать меня. Вообще, эта орхидея похожа, знаете, на кимоно, на биглип кимоно. Есть, ну, просто обычно, как сказать, стандартная орхидея сорта кимоно, а здесь именно биглип. Чем-то, да, чем-то они схожи. Точное название не знаю, можете подсказать мне в комментариях. Буду очень вам благодарна. Не доводите, ребят, дело до греха. И тогда ваши орхидеи будут вас радовать своим красивым, домашним, пышным и долгим цветением. Всем спасибо большое за просмотр. Ни в коем случае не повторяйте мои ошибки. Всем пока.